Всем хай, мы играем в Dragon Age Inquisition. Внезапно, да? Собственно, как и тут совсем недавно было. Мы пока что оставим наше приключение на глубинных тропах, и попробуем взяться за DLC Чужак. Я не знаю, насколько это вообще, конечно, правильная идея, потому что, возможно, мне не дадут игру, в принципе, продолжать. Поэтому я буду сейвиться в других местах. Ну, ибо хрен его знает. А там уже как-то будем решать. Может быть, если получится здесь, то мы, возможно... Так, что у нас с отчетом? Так, по вашему запросу серые стражи расселись, зачистили местность. К сожалению, из-за этого их застала врасплох атака нанятых маркиза и Филош Буфон наемников. Судя по всему, маркиза Буфон проводила в районе разработку шахты с нарушением местных соглашений. И случайно выпустила порождение тьмы из-под земли. Маркиза Буфон бежала в сторону Гамартанских пиков. Серые стражи принесли потери, но сохраняют высокий боевой дух, а их верность Инквизиции не вызывает сомнений. Окей. Так, ну вот, да, внимание. Созыв Священного Совета сделает недоступными все другие территории и задания и перенесет вас в 944 год века дракона. Через 2 года после смерти Корифея вернуться будет уже нельзя. Теперь, когда Корифеи повержены, можно не бояться разрывов в завесе и вторжения демонов. И у Арлея, и у Феровдена начали возникать вопросы о будущем Инквизиции. Верховная жрица Виктория пообещала, пока это будет возможно, брать решение политических вопросов на себя. Затем она планирует созвать священный совет, на котором определится дальнейшая роль и, возможно, судьба Инквизиции. Так, ну и, собственно, да. Давайте. Заседание священного совета состоится в Зимнем дворце. Ох ты, блин, в Питер поехали. В пригороде Холмширала. Не знал, что он очередной раз переименовался. Согласно договоренности Верховной Жрицы Виктории с послами, мы готовы отправиться туда, когда вам будет удобно. Ну, поехали. Это все, конечно, очень увлекательно. Посмотрим, какого уровня пацаны. Вот я не люблю автолевелинг, я вообще не понимаю, нахрена его делают. Ох, нифига. Ты нафига коня в козла превратил? Поражаете вы меня, товарищи. Поражаете. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Чё ты, чувак? Is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Вы охуели, что ли? Мы сейчас ваш Фероден распустим, нахуй. Всем обнаглели. Ой. Не обалдю, что называется. И чё? Чё за приколы начались?
На самом деле, пока еще ничего не началось. А чё-то рука-то у нас искрится. It has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the exalted plains. The Dales are finally recovering. Since Corypheus fell, I think you may have spent more time traveling than I have. It keeps me out of trouble, Your Worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Sadly, with the Chantry still struggling to accept her reforms, Victoria's voice is not as strong as I had hoped. Nevertheless, I admire what she has tried to do. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do, and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olay. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Ладно. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Make a watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Ох. Я чую, болтать мы будем сегодня много. Но болтать будет много Инквизитора, я-то особо много не буду. Как раз... Как раз оно все-таки, да. Ладно, будем смотреть, что там, с кем, о чем поговорить. Это что такое? Так, дорогой Арлинг, командир Каллен провел осмотр личного состава, находясь при Арлисианском дворе. Мне пришлось отправить и принять столько писем, что почтовые птицы практически затмили солнце. К священному совету мы подготовились безупречно. Знаю, прошлый год был полон разных официальных встреч, боги, многие из них мне пришлось посетить лично. Но только на этой всесоюзной связи, которую мы так долго выстраивали, подвергнуться серьезному испытанию. Прошу вас, радость моя, наберитесь храбрости и навестите меня до начала священного совета. Буду невероятно рад вас видеть. С любовью, Жозефина. Инквизитор, благодарю вас за вопрос. Мне было очень приятно. У меня все хорошо. Но постоянно очень много дел. Подбор новых работников для моих апартаментов в Великом Соборе занял намного больше времени, чем ожидалось. Поэтому, если вы не против, я бы хотел на пару недель воспользоваться помощью разведчицы Хардинг. Я поручу ей подыскать еще несколько нагов. Я ни за что никого не найму на постоянную работу, предварительно не проверив кандидата в комнате с маленькими нагами, а те, кто есть под рукой, уже почти выросли. Ладно, скоро увидимся в Холмширале. Ладно. Привет. It's so good to see you, darling. I've been fielding Orlesian diplomats all afternoon. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence, but the ministers may...
No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Then why can I still see those wheels turning in your head? Work carries a certain momentum. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. Sometimes, I'm afraid I do not make enough time for you, my love. Please, come with me tonight. If it makes you happy, how can I refuse? Oh, wonderful. I was worried we wouldn't find the time. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program guide. But tell me, did you enjoy the performance? Ой. The performance pales in comparison to the lovely lady I saw it with. You are sidestepping the question. Love leaves my tongue tied. Well, in that case, I suppose allowances can be made. Оу. Оу. Ну ладно. Сейчас со всеми попиздим. Ну и, собственно, зачем сюда приперлись-то? Как раз со всеми попиздеть. Задача у нас такая. А туда нас, по-моему, не приглашали. Так. Ага. Великий чародей Лотер Хардуин стал первым главой круга магов после его основания в 1120 году века Верховной Жрицы. Он был рекомендован на данный пост лично императором Драконом после того, как проявился в одной из битв Второго Мура. По всеобщему мнению, Хардуин превосходно выполнял свои обязанности, хотя бытует мнение, что он был вторым кандидатом императора после некоего мага, имевшего связи с инквизитором Америданом. Однако необходимо упомянуть, что источники, на которые опирается данное заявление, это незаконченное письмо, адресованное одному армейскому капитану, и список гостей приема, на котором присутствовали Америдан с императором. Все доказательства упомянутой теории, если даже они реально существовали, уже давно обратились в прах. Мораль же здесь такова, что развитие науки возможно лишь тогда, когда его поручают наиболее достойным. Окей, это все, конечно... Дальше. И зачем нам вот это вот? Непонятно. Так. Здесь у нас только Жозефина. Хотя... Что нам мешает пошариться вообще по всем этим... Да, мешается то, что тут нахуй закрыто все. Пидорасы. Я, между прочим, взломщик не хуже Бильбо Бэггинса. От меня еще что-то закрыли. Гондоны. Привет.
The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you. Eh. And the Inquisitor comes to the rescue once again. Is that what you call it? This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount Provisional Viscount. of Kirkwall. And what are you doing now? I have resumed my post as seneschal now that Master Tethras has been elected И Viscount. пать You're the копать. Viscount of Kirkwall now? Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? So, it turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. I might need to sit down. You're the ruler of Kirkwall now. All of it? That's not that big a deal. I have a really pointy crown that I wouldn't be caught dead wearing, but that's it. They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a compt now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. You should stop by Hightown sometime to see your estate. It's pretty nice. For Kirkwall, anyway. Proper disposition of empty estates is supposed to... You were leaving us to talk, remember? This is possibly too much, Varric. I don't know what to say. That's nothing. Practically nothing. Don't mention it. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is so much better than I thought. Ну, Thank спасибулечки. you. I'm touched. A little bit horrified by this key now, but still touched. Please don't give anything else away. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time. Но не знаю. Видали, как весело тут. Друганы прям отжигают. Так, Вивьен, Калин, Сера, Железный Бык, Кассандра. Так. Давайте в магаз зайдем. Хуйня-то, конечно, всякая, но... Да. Всякая хуйня. Здорово, мать. Inquisitor Herald. Glad to be back for whatever it is this lot have shoved up their sleeves. Just right up in there. That's it? It's been some time. Well, we don't know what's what, so what's there to go on about? It's Inquisition business, innit? That's all we are. Maybe sort out how they want to mess with us. Then there'll be something to talk about. Замечательно.
очень продуктивное общение. Золотой наг, шипучая белая селенийская с ложечкой бренди западного холма и гранатовым соком. Украшена малиной, веточкой королевского эльфийского корня, шипение дракона. Ой, блять, вот давайте нахер. Неинтересно. Я не особо шарю в винище. Я, в принципе, не против бухлища, но в винище я шарю не очень. Это еще что за нахер? Так, а тут у нас что? Тут мы можем посмотреть вот на такую вот хуйню. Очень интересно. О, привет. How did Varric of all people become the Viscount of Kirkwall? A mystery for the ages. На, что-то как-то вы не сильно разговорчивы-то, друзья мои. Эта потрепанная книга преподносит себя как увлекательный роман Тоннеля Мифрила о 8 морях. На обложке изображен темнокожий эльф с длинными платиновыми волосами, висящий на одной руке на мачте с кинжалом в зубах. Внизу к мачте прижалась, глядя наверх, томно приоткрыв рот, женщина в замысловатой маске, платье с глубоким вырезом, почти такой же, как на волос, как у эльфа. Эльф сверлит взглядом загорелого пирата-человека с точенным телом, с ухмылкой, подводящего свое судно борт к борту с судном эльфа. Первый самостоятельный рейс Киля с Зебулона, первого капитана эльфа в антиванском флоте, был обычным торговым рейсом в Виком, откуда было ему знать, что пылкая аметиста Куроны, которую он взял пассажиром вольной марки, наследница огромного состояния, которую ревенийский пиратский принц и балайна судьбы Эльрадо Уракан уже вознамерился прибрать к рукам, не в силах воспротивиться просьбе аметисты о помощи. Киль, преследуемым кровожадным ураканом, мчит под всеми парусами. Чтобы заставить леди в раю, вспыхнувшей между ними страсти, предстоит потрясти все 8 морей. На форзаце надпись изящным почерком. Если вы нашли эту книгу, просьба вернуть ее леди Иветти Монтелье. Видать, у Жозефины сеструха или кто она там немножечко любит такую фантазиатину приключенческую. А может и не фантазиатину. Здесь-то эльфы существуют. Ой, чё? Ага. А чё мне это даст? Так, и чё мы можем отправить на исследование? Окей. Не, здесь-то это. Выбрать зелье, улучшить зелье. Варик Тетрас, пока леди капитан со сборными стражниками Кирквала вязали Вагнера и его подручных, Донан развернулся и направился в сторону. Тяжелый воздух наконец сдался и разразился струями дождя. Древняя лестница из серого камня, ведущая в нижний город, превратилась в водопад. Хлюпая сапогами, Донан шагал по узкому проходу. Засады он не заметил. На самом верху лестницы еле слышный взвизг металла заставил его броситься в сторону и рухнуть на прилавок зеленщика. В том месте, где он только что стоял, чей-то меч рассек воздух и звякнула каменную стену. Нашарив ножны, Донан едва успел отразить второй удар. На секунду скрещенные клинки замерли, и этой секунды ему хватило, чтобы узнать нападавшего. Вместо формы стражника на молодом человеке был доспех из темной кожи, а вместо левой руки перебинтованная культя, но это, несомненно, был он. «Джевон?» — воскликнул Донан. «Где клинок Гессериана?» Джевон уже отвел меч и сделал новый выпад, целясь Донану в ноги. Тот отскочил, поскользнулся и чуть не полетел вниз по лестнице на 5-й точке. «Это был ты, свой человек стражи. Ты убил де Фавра», — прохрипел Донан, целясь мечом в рекрута.
Джавон остановил удар, но клинок Донана успел задеть ему руку. Пошла кровь. «Отдай мне меч, я знаю, что проклятая пиратка отдала его тебе». Джавон сделал еще несколько выпадов, пытаясь достать Донана или столкнуть его с лестницы. Из темноты и ливня стражник еле видел своего противника. И все же он улыбнулся. «Ты сам оставил его в порту. Леди отсекла тебе руку, и ты сбежал. Что я могу поделать, если ты затеял бой, который не в силах выиграть?» Донан попытался бочком отойти от лестницы, но рекрут зажал его между лавочным прилавком и гибельной кручей. Очередной выпад Джавона достиг цели, его меч пробил доспех Донана прямо под ребрами. Но и сам рекрут при этом потерял равновесие. Поскользнувшись на мокрых камнях, он упал прямо на врага. Донан оттолкнул его и сбросил на ступени. Снизу послышался тошнотворный звук ломающихся костей. Переведя дыхание, Донан вытащил меч Джавона из живота, стараясь не поскользнуться в собственной крови. Путь до церкви был не близок. Окей. А тут что? Собрание записок слуг по поводу гостей Зимнего дворца. Графиня Давори хочет отдельный зал с 3 до 5 вечера для упражнений дочерей на арфе. С одной стороны должны быть окна и балкон. Если захочет устроить творческий вечер, отправь ее к Синишалю. Герцог Пьерпон хочет развлечь фералденскую родню, доставить бочку виски и 3 головы сыра в его покое вечером. Бан Вортон постель стелит льняную, а не шелковую. Сэр Лидстон жалуется, что разнылась нога из-за старой раны. Переселим ее на 1-й этаж. Сэр. Ну, может, имя, конечно, Сер. Леди Галитея. Дуэлянтка попросила партнера для упражнений и подходящую площадку. Лорд Гильдерей. Будить в 8 почетным числом, присылать для этого служанку по нечетным пажа, не спрашивай. С кувшином чистой воды, 12 веточками лаванды на персиковом полотенце, не спрашивай. Носить все молча, не глядя на его светлость, поставить на диван, дважды хлопнуть в ладоши, молча уйти. Не спрашивай. Хуя себе у вас запросы, ребят. Я, кстати, все равно что-то... А, вон ты где. Your Worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. Чего, бля? Wait, what? It's for his birthday. Do Kunari even have birthdays? All right, here he comes. Just keep him talking. He loves talking. Hey, boss. Good to see you. Здорово. It's good to see that the veil has largely healed, now that most of the major rifts are closed. You might think otherwise, but the veil isn't technically a physical barrier. It's more like a magical vibration that repels the fade. It's fascinating to see the remnants of Syrian culture here. Most of it was deliberately erased during Orlesian unification, under the reign of Mafrath's son Izarath. I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across the room by now, right? Ben Hasrath, remember? Surprise! Happy birthday, Chief! Oh, you guys. You got me. Что-то я не понял вашего юмора. Ну ладно. Осталось-то вроде вот 2 товарищей. Каллен и Вивьен, да? Да. Именно они. Именно они и остались. О, здорово. You there!
You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Poor boy. Well, he seems happy now. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. No. Something tells me you've never had a dog before. Not since I was a child. The Circle wasn't keen on pets, especially Kirkwalls. But Skyhold... The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support. In whatever form you require. Окей. I can't imagine the Inquisition without you. I am honored, and likewise, Inquisitor. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Окей. Конечно, все очень увлекательно. Тут что? Беседка открыта для проведения праздничных мероприятий. При резервировании просим учитывать, что в случае наводнения, пожара или императорской приходи задаток не возвращается. Ну ок. Нам осталось вот с ней еще пообщаться. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. Ну а чё бы нет? That sounds like a fantastic idea. Of course it is, darling. That's the only kind I have. Okay. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. I hope all is well with you and Ambassador Montillier. Are you digging for gossip, Vivienne? Trying to get me to give up the juicy details? Merely expressing concern for your well-being, my dear. Someone ought to. You must be keeping very busy. Someone has to keep the mess that's been made of Thaddeus's institutions of magic from flying apart. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Окей. Весело, прикольно. Только мы, конечно, не за этим сюда пришли. Чего? Окей. Окей. Осталось нам, собственно, поговорить с нашими, так сказать... Divine Victoria, am I interrupting? Of course not, Inquisitor.
I was catching up with Redcliffe's aunt. Блин, ты выглядишь как ебанушка. Inquisitor, good to meet you. I'll try not to keep you from more important matters. Very well. We'll continue this later, your perfection. Many are frightened of the Inquisition's power, but I will do all I can to allay their fears. Так. Is there anything I can do to make your job easier? Explore the grounds. Let yourself be seen. The delegates need to put a face to the legend. I have much to do, but let me say this. I may no longer be your spy master, but I am always here if you require. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Окейшки. Нашему почтенному другу Эрлу Тегану. Благодарим вас за присутствие на Священном Совете. Полностью доверяем вам реализацию пожеланий Ферелдена и охрану наших границ с применением сил, когда это необходимо. Гонцы будут отправляться ежедневно, что позволит нам сохранять с вами связь на протяжении всего времени исполнения данных обязанностей. Да хранит вас Создатель король Ферелдена Алистер, королева Анора. Внизу нацарапана едва различимая приписка. Удачи вам, дядя, вы единственный человек, которого я могу отправить туда без всякой опаски. Ладно, не буду лукавить, это не совсем так, но все равно благодарю, что не побоялись льва. Не знаю, за какого льва вы там говорите, но... Ладно, лев так лев. Не шо лев, шо тигр, шо дятел. Эта записка без подписи смята, словно ее кто-то прятал в кармане. Мой милый друг. Меня также крайне удивляет тот факт, что ферелденцев признали равными, однако нельзя забывать, что Священный Совет проходит в самом сердце Южного Орлея. Уступать преимущество соседям ни в коем случае нельзя. Императрица Селина осталась в Аврое, чтобы задобрить делегацию неварцев. По крайней мере, так говорят ее гонцы. Намерение Селины держаться поодаль очевидно вызвано желанием избежать требований взять Инквизицию под полный контроль. Некоторые даже почти поверили, что императрица ожидает, пока та сама освободится от ярма. Какая странная наивность в ее-то возрасте. Orlais is on your side, Lord Parvis. The Inquisition support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. Oh. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinian's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is the good we may do together I don't wish to lose.
Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Окей. Как интересно. Ну что ж, я думаю, на сегодня мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.